Дорогие друзья, всем привет! Рад вас видеть на нашем канале. В этом видео хотелось бы поговорить про, пожалуй, самую важную проблему, с которой мы встречаемся при работе со студентами, при работе с клиентами, которые приходят к нам. Это непонимание того, какую стратегию использовать, когда ее использовать и очень важный вопрос, когда не использовать. Если вам нравятся такие видео, то поставьте им лайк, подпишитесь на наш канал. Также, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать об этом в комментариях. Пожалуй, самая важная проблема, на мой взгляд, у новичков – это непонимание того, что рынок меняется. Часто можно увидеть пример, когда человек делает бэктест, берет какую-то стратегию, делает по ней бэктест, и понимание того, что на истории она как-то отрабатывала, дает ему убеждение, что это будет в будущем. Он понимая, что, например, бэктест положительный, начинает писать алгоритм, и на практике получается так, что той эффективности, которую ожидает трейдер, ее нет. Почему так происходит? Давайте поговорим. Первое, что нужно сделать, что очень важно сделать, это осознать, что рынок разный. Это базовое предубеждение, я им страдал очень долго. Я думал, что рынок можно как-то просчитать, проанализировать, конечно же, с помощью бэктеста. То есть стоит только понять, как он функционирует, и все, и у вас золотой ключ в кармане, вы, в принципе, создали печатный станок. Но так не работает, потому что на рынке очень серьезные участники. Если вы думаете, что там такая нулевая конкуренция, что любой человек, создавший бэктест на основе машинного обучения, там, нейронных сетей, способен достичь такого результата, то это иллюзия, так не работает. Очень важно на первом этапе осознать, что рынок действительно меняется, что если вы проверяете стратегию, неважно какую, на одном периоде, это совершенно не дает какого-то надежды и ожидания того, что в дальнейшем она будет также приносить такой же доход. Потому что рынок сильно меняется фаза рынка. Вы все слышите, как говорят про бычку, про медвежку, когда рынок падает, когда рынок растет. Но в реальности даже эти фазы рынка, они сами друг от друга отличаются, потому что если вы, например, измерите волатильность на одной бычке, например, 2021 года, и сравнить ее с той же волатильностью, допустим, которая была на ожиданиях от прихода Трампа к власти, вы поймете, что это разные истории, что постоянно рынок меняется, и большинство трейдеров, которые только начинают что-то там разрабатывать, они это упускают из вида. То есть они, например, создали проект, который торгует условно лонги, какую-то там, допустим, формацию. У него есть определенные параметры, то есть стопа, take profit, он их протестил на истории, и эти же параметры он применяет для работы в будущем, да, не основываясь на конкретных там измерениях, волатильности и так далее. Так делать нельзя, и вот именно поэтому большинство проектов, они убыточные. Также нужно понять, по какой стратегии, для какого рынка работает ваш проект. Если вы, например, торгуете какие-то неэффективности, какие-то там фрутранинг, отскоки от плотности, там участников, надо понимать, что при разном состоянии рынка, например, при активности биткоина, да, или при выходе каких-то новостей, эти события оказывают очень сильное влияние. И как минимум просто, например, нужно эти стратегии отключать. Ну, условно, пример, вы торгуете, например, пробой в лонг, да, и в моменте, то есть вы ожидаете какую-то информацию, неважно там какие признаки, вот они появились, да, все сложилось, но при этом выходят какие-то негативные новости, например, по всему рынку, и просто весь рынок скамится, да, то есть летит вниз. Вот вспомните, например, события ноября прошлого года, когда прошли очень жесткие ликвидации, что некоторые монеты стреляли до нуля. Вот какие-то алгоритмы, которые торговали по другим стратегиям, они показали отвратительные результаты, да, там кто-то ликвидировался. Понятно, что есть частности, но в среднем по рынку, если какие-то там алгоритмы отрабатывали, торговали свое, то в момент вот такого сильного движения рынка просто все сломалось, и по-хорошему вы должны были отключить своего робота, понимаете? То есть вот учет и вот принятие во внимание состояния рынка, я говорю вам как руководитель компании, в которой мы создали там порядка 200 проектов, наверное, для разных клиентов. Я могу сказать, что большинство людей, они не берут этого во внимание. То есть вот они берут какую-то простую стратегию, высчитывают там что-то, бэктестят ее, накидывают там какие-то другие триггеры, например, индикаторы, неважно что. И все, и они ожидают, что вот рынок именно такой, вот его характер, и так он будет работать. Но так в реальности это не работает, потому что они, например, не учитывают какие-то такие информационные поводы или там поводыри или прочее. При осознании того, что рынок меняется, что в определенный момент одна стратегия работает, но в какой-то другой момент эта стратегия не работает. То есть
Просто элементарно нужно не торговать и отключаться. И соблюдая, например, вот этот принцип, уже большинство роботов не будут раздавать деньги, да, при той фазе, когда им, собственно, лучше не торговать. Очень часто мне задают вопрос, зачем торговать руками, если есть алгоритмы. Я всегда на нее отвечаю достаточно просто, потому что если вы торгуете руками, у вас формируется бессознательное чувство рынка. Вы начинаете понимать волатильность, активность на рынке. А вот профессиональный трейдер, да, который овладел трейдингом, одно из важных качеств, один из важных навыков, который он должен усвоить, это умение не торговать на рынке, который ты не понимаешь. То есть если трейдер тупо в лоб долбит одну там формацию, одну стратегию, даже когда рынок ему отдает там стоп-лоссы, он просто теряет деньги, и в итоге он терпит катастрофу, потому что так никто не работает. То есть трейдер, который освоил, который научился зарабатывать, который делает это эффективно, он в какой-то момент бессознательно либо сознательно понимает, что есть рынок, который я не понимаю, который не подходит лично к моей стратегии, я его не торгую. Это не обязательно там фаза сменилась, да, бычка, медвежка, это просто может быть время суток или еще что-то. И вот этой гибкости я не вижу среди там большинства клиентов, которые к нам приходят для того, чтобы мы написали им алгоритм. Поэтому, если вы хотите создать действительно эффективный робот, который будет не трепать вам нервы, не создавать какие-то иллюзии в голове, а действительно работать и зарабатывать, вы должны этот вопрос проработать. Если вам нравится такой формат, поставьте видео лайк, напишите вопрос, если он есть, в комментариях. Спасибо вам за просмотр, до встречи в новых видео.